На той стороне Киевский вокзал. Слева. Ну, вдалеке Москва-Сити, а вблизи один из отелей Рэдисон. На той стороне перед Киевским вокзалом фонтан похищения Европы. Соответственно, также можно идти там внутри. Это неинтересно, я пойду здесь. Виды. Не помню, как звать. ТЭЦ. Довольно знаменитая. В ту сторону, вот это, кстати, МГУ. Это мост, по которому МЦК проходит. Надо же, забыл, как называется. Конечно, видео у меня оттуда тоже где-то есть. Или рядом. Ну, рядом точно. Яхта Рэдисон. Возможно, мы ее сегодня уже снимали. Ну, мы идем медленнее яхты, но зато мы пересекаем переплетение Москвы-реки насквозь. Она там петельки делала. Наверняка еще останавливалась на причалах. Ладно, пойдем. Те зрители канала, подписчики и еще не подписавшиеся. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Так, и здесь, ну здесь уже не реконструкция, здесь такая у него конструкция, что надо заходить сюда. Сейчас зайдем и выйдем там. Неинтересно там внутри идти. Куда интересно? Ну ладно. Здесь тоже, да. Но зато мы так вот можем. Сейчас мы его еще поближе посмотрим, конечно. А так мы можем посмотреть издалека. Вот фонтан похищения Европы. На фоне Киевского вокзала. Там один из метромостов. Это, кстати, набережная, интересно, подсвечена. Летом там молодежь на этих склонах тусуется. Но сейчас там, мягко говоря, надо быть экстремалом, чтобы тусоваться. Может, кто и тусуется. Двинемся дальше. Кораблик. А как у него эти лопасти подсвечены. Море огней, все подсвечено, все, что можно, и что нельзя тоже. Ну, дальше план совсем простой будет. По Бережковской набережной направо, в сторону Большой Драгомиловской улицы. И по Большой Драгомиловской уже в сторону Кутузовского проспекта, в сторону Сити. В сторону моста Багратион. Ладно, решил выйти все-таки. Немного видов. Огни ночного города, точнее вечернего. Фонтан похищения Европы. Где-то там должна быть Европа. Можно и здесь спуститься, кстати. Спущусь здесь. Сейчас, если мне главное не забыть, будем проходить мимо интересной штуки. Заправочной станции электробусов. В Москве обычных троллейбусов осталось, ну почти не осталось, так правильно сказать. Осталось для туристических целей. Есть какие-то 2 или 3 маршрута. Как достопримечательность заменили на электробусы. Вот у них есть заправочные станции. Мимо одной сейчас такой пойдем. Я, кстати, ни разу тут не смотрел, что тут написано ценное. Не по-русски. А по-русски есть. Опять не по-русски. В знак укрепления дружбы и единства стран Европы правительство Москвы постановило создать в столице России ансамбль площади Европы. Вот.
Вот здесь о чем. Мимо фонтана. А вот там светится рядом с вокзалом ТЦ Европейский. Тоже знаменитое место. Фонтан. Это хорошо, что я сейчас снимаю. Сейчас же ведь конец сентября. Скоро конец этих, сезона фонтанов. Зимой-то не пофонтанируешь. Как бы мне так по науке выйти, я думаю, чтобы на Дорогомиловскую выйти и близко к вокзалу не подходить. Такое бойкое место. Так. Ну, думаю, ну вот, кстати, эта заправка, между прочим, вот она. Видите? Они туда подъезжают, и там такие только податчики, что ли, как это. Но отсюда не видно, надо подойти с другой стороны. Или она в стороне немножечко вправо. Ну, сейчас я посмотрю. Вот, я зашел с другой стороны. И вот я нашел точку, где их хорошо видно. Видите, такие вот штучки. И вот он там заправляется. Электробус. Станция заправки электробусов. Там есть пешеходный переход, куда я иду, интересно? Да, наверняка есть. Видите, какие они нарядные, у них снизу подсветка. А скоро по Москве водоробусы поедут на водородном топливе. А то светится метро Киевская. Ну и вдоль ТЦ Европейского сейчас я пойду дальше. Там дальше будет интересный павильон МЦД. Вот он, этот павильончик. Павильон МЦД. А наш путь пролегает дальше. Люди. Всех обошли. Вот там, кстати, Дорогомиловская, но я выйду на нее, наверное, как-нибудь по-другому. Не напрямую. Всевозможные деловые центры и прочие другие небоскребы, торговые центры и так далее. Киевский вокзал у нас остается позади. Движемся, в общем. До Москва-Сити совсем чуть-чуть. Небольшой маневр, я свернул в Брянский переулок, а то я слишком уж удаляюсь от Кутузовского проспекта. Так что выйду я на Дорогомиловскую улицу. Немного уже так, кусочек только ее будет, но все-таки так логичнее. Говорят, точнее, там был какой-то безымянный проезд, переулок. Или мне неизвестного названия. Вот это Брянский переулок. Вот здесь это светодиоды сплошные. Светодиодное царство. Большая Дорогомиловская где-то справа она идет, в параллель, что ли, наверное. Ну или почти в параллель. Неправильно я сказал, не Брянский переулок, а Брянская улица. И я повернул на Можайскую улицу, а впереди, соответственно, Большая Дорогомиловская. Так, немного хитро, но я на нее выхожу. И нам налево. Сейчас налево повернем. И
там уже совсем чуть-чуть до Кутузовского проспекта будет. Повернули на Большую Дорогомиловскую улицу, Москва-Сити. По всей красе. Пора ее перейти, улицу эту, Большую Дорогомиловскую. По карте посмотрел, там дальше будет еще из Кутузник тоже переход. Музыку здесь играют. Мы сразу Кутузник перешли. Хороший переход. Скоро уже на набережную Тараса Шевченко надо сворачивать направо. Идем вдоль Кутузовского проспекта, в сторону области. Вот прям вот с этой точки, наверное, у меня видео нету. Но я снимал, сейчас скажу, где-то на канале есть. Я там стоял. Там метро Кутузовское, по-моему. И там же МЦК. А дальше там Парк Победы. Дошли до памятника Багратиону. И поворачиваем направо. Башня, как ее там, 2000, башня Миллениум. Как ее правильно назвать? Тут что-то с подсветкой какие-то сложности. Странно даже. Ну, так или иначе, под этой башней вход на мост. Вот здесь я еще чуть не полетел. Лестница, лестничка, ступенька. По-моему, еще одна впереди. Или кажется? А, не кажется. Пойти на Москва-Сити и вход на мост. Ну, наверное, есть смысл все-таки подойти к набережной. Хоть я и снимал тут много раз, но мне здесь нравится. Сейчас к набережной подойдем и тогда уже на мост. Ретрит. 21:27. Итого неспешного движения 2,5 часа. От сквера в районе метро Шабловской, там церковь рядом. Опасаюсь ошибиться, по-моему, ризоположение по памяти есть. Вот от той точки 2,5 часа получилось. До вот этой точки. Город-сказка. Москва-Сити. Ну вот мост Багратион. Сейчас мы по нему на ту сторону Москвы-реки. Виды.
Третье транспортное кольцо и МЦК. Все, полюбовались видами. Тем более, что у меня на канале их много. И на мост, и на ту сторону. И понемногу начнем закругляться. И в традиционной точке это будет на МЦК я пойду, деловой центр. На мосту тут кафешки, какая-то такая торговля минимальная. Ну, я здесь ни разу не питался, ничего не покупал. Я его как-то так мимо проходил все время. Что тут есть? Даже картошка есть. Вполне себе бюджетная едальня. Интересно, Макдак есть? Не знаю даже. Поел бы я сейчас в Макдаке, если бы он тут был. В конце моста эскалатор и скульптура. Не знаю, про ничего. Какая подпись есть. Сейчас посмотрим. Древо жизни называется. Тут можно, по идее, спуститься в метро выставочное, но я так не буду делать. Я пойду по стандарту. Выйду на улицу и двинусь в сторону МЦК. В Москва-Сити все время сложность какая. Ее охватить тяжело. Нужна такая камера с рыбьим глазом. У меня есть такая экшн-камера Экин, недорогая, но я ее с собой почти никогда не беру. Она очень такая, бюджетненькая. И экшн, фокус на расстояние фиксированное, и микрофон там ужасный, а руки модернизировать никак не доходят. Я думаю, что я просто двинусь по улице. Сейчас налево надо будет свернуть. Вон, слева уже Афимолл-Сити виден. И нам туда. У меня на канале среди видео про Москва-Сити или мимо Москва-Сити, или из, есть видео, где я про башенки рассказываю. Там у меня прямо по ходу видео рядом с каждой башенкой надпись такая появляется с названием. Если хотите, можете там посмотреть. А вообще эксперты по Ютубу говорят, что не надо слишком зацикливаться на одной локации. Поэтому я в последнее время стараюсь Москва-Сити не снимать. Но вы видите, как я стараюсь. Ходил и пришел. Тяга. Я уже говорил как-то. Что значит говорил как-то? Я, наверное, говорил-то много раз, в общем. Говорю там какой раз уже, не помню. Напоминает мне Москва-Сити города будущего. Из такой, знаете, фантастики советской. Такие картинки там, такие вокруг них дороги, такое светлое будущее, все такое светлое. Вот. Наверное, поэтому. Не суть. Кстати, у меня есть действительно интересное видео из Москва-Сити. Мне кажется, они все более-менее интересны для меня. Это я так. Надо быть, конечно, поскромнее. Но есть действительно интересное. Оно и мне было интересное, и мне кажется, оно вообще интересное. Да и зашло оно неплохо. Вот здесь есть башня, 354 метра
высота ее, и там наверху открытая смотровая площадка. Вот, и я оттуда снимал. Дело было не то весной, ранней, не то зимой. Но, в общем, еще было холодно, снежно, и облака были низкие. Это было вечером. Там интересно, облака как бы внизу, то есть там уже над облаками. Называется 354 метра. Вот, мне кажется, это одна из самых удачных видюх у меня отсюда. А еще у меня есть парочка видюх. Там название что-то вроде атмосфера московского Манхэттена, что ли. Такие они атмосферные, со звуком. Тоже хорошо зашли. Тоже можете посмотреть. В общем, наверное, надо закругляться, как там положено в конце. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну, я еще немножко, может, поснимаю. Мне кажется, одна из немногих точек, откуда я, наверное, не снимал. Как-то она так мимо прошла, непонятно. Случайность какая-то. Так, про лайки я напомнил, про подписываться напомнил, про колокольчик сами сообразите, я думаю, если вам надо. Потому что если колокольчик ставить на все видео, там аут какой-то творится в уведомлениях. Тоже, знаете, то еще дело. Ой, точнее, на все каналы. Ну, в общем, мне вон туда. Ну, точнее, вот там сейчас за углом ее не видно, там станция МЦК «Деловой центр». Метро Международное, а МЦК «Деловой центр». Я их все время путаю, или наоборот. Так, здесь пешеходника нет, все равно возвращаться. Здесь наверх, конечно, надо смотреть, они вот такие эти небоскребы. Ну, действительно, такой московский Манхэттен, Нью-Йорк такой небольшой. В общем, туда сейчас я перейду и налево пойду. Вот, тоже мимо таких штучек прошел. Не знаю, чего они олицетворяют. Можно посмотреться. Видите, это я там. Всем привет был. Сейчас я так со стороны. Вот. Не знаю, что это такое. Здесь много всяких фишек, кстати, в Москва-Сити. Я, конечно, хоть и много тут снимал, но не все я обходил. И потом какой-то системной задачи сделать обзор на всю Москва-Сити я никогда себе не ставил. Мне кажется, это не очень интересно. Или, может, просто я из лени так сделал. Не ставил такой задачи. Так, правильно делаю-то? Да, вот я так и сейчас и выйду. Ну, я думаю, вот на этом будем закругляться. Еще чуть-чуть дойду. А какая-то еще фигурочка. Вся зеркальная. Тоже можно подойти и всех поприветствовать. Надпись имеется, кстати, говорят. Так, что это? Будь чего? В скульптуре будь здесь, и видите, такая вот 4. Мне не понять. Ладно. Двинемся дальше. Ну вот там светится, видите, там метро и МЦК. Мне туда. Я,
кстати, так прям специально не прицеливался сюда, вот именно в эту точку вернуться. Как-то так действительно сложилось. Ну и тут можно войти через лифт, а можно поверху через тот пешеходник. Я через лифт один раз ходил. В основном через тот пешеходник.